ремонт паруса вчера порвал. Вот это ветер дует. Вот доска у вас едет. Если вы надавите на подветренный борт, она будет стараться увалиться. Если вы его сюда задавите. Да? Если вы задавите вот этот борт, то она будет стремиться привестись. Правильно? Согласны? Да. Вот. Если вы надавите на наветренный борт, то вам придется сместить парус вперед, да, для того, чтобы компенсировать ее движение на ветер. Для этого вам нужно сместить парус в сторону кормы. Что нам для этого нужно сделать? Задавить подветренный борт. Вот. Связано это еще с тем, что если у вас доска идет вот так криво, да, закренена на ветер, то она, ну, то, что я говорил, да, она пытается повернуть, но кроме того, у нее, она как бы хорошо в эту сторону проскальзывает под ветер. То есть, если ветер дует отсюда, и доска накренена вот так, то она будет очень хорошо скользить. Вот. Скользить под ветер, что нам не нужно. Нам нужно на ветер ехать. Поэтому в идеале у нас доска должна быть закренена под ветер. Вот ветер дует, задавить подветренный борт. Понятно? То есть не на пятках стоять, а стоять на носках. Причем носки должны стоять на подветренном борту. Причем нам надо носками не упираться в доску, а именно на них стоять. То есть давить на доску вертикально. Кроме того, если вы крените доску в любом положении слишком сильно, то получается, что у вас эффективно работает только кусочек этой доски, который выталкивает доску наверх и позволяет вам глиссировать. Поэтому, чтобы глиссировать, как можно раньше выйти на глиссирование, нужно вести ее плоско. Тогда больший участок днища будет работать на то, чтобы вывести вас на глиссирование. Привет, друзья! Очередной тренировочный день. Наконец-то наступила нормальная солнечная погода и сильный ветер. Смотрите, уже все прям торопятся выйти на воду, не хотят этот ветер пропускать. Сегодня будет отличная тренировка, присоединяйтесь.
Ходил я очень круто, очень много колесировал. Под конец ветер стих, и мы гонялись. Последняя гонка у нас была обогнуть синий знак и вернуться домой.